Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Юрий Дудкин на связи прямо сейчас. Юрий Анатольевич, приветствую вас. Здравствуйте, Александр. Юрий Анатольевич, ну что, такие очень, на самом деле, тревожные события, и кажется, что политически даже меняется, точнее не меняется, а проявляется то, что наступают самые такие страшные времена. Очень дико выглядит украинское медиапространство с отъявленными патриотами, которые вот все для фронта, все для победы, ну, все, как все, с каким-то процентом оставляя себе, разные волонтеры, структуры и даже официальные средства массовой информации обсуждают убийство в Испании Портнова. И на этом фоне вот как-то даже показалось, что затерялся какой-то, главный вектор движения. Это все-таки мирный вектор, да? Из России звучат сигналы о том, что простите, давайте перемирие, а там как пойдет, Лавров говорит, этого уже не будет. Вообще есть вопросы по поводу подписантов, да, кто будет подписывать, то есть говорить там будем говорить, а кто подпишет. И это ведь главное. Но нам сейчас всем забивают баки очень странными посылами. Даже прям такая тема вчерашнего дня тянется. А кто следующий? Ну и называют ряд фамилий, ряд фигур. Там Арестович, Шарий, некоторые блогеры на себя воспринимают. Выходят разные спикеры, аффилированные с Банковой. И, в общем, начинается момент вот этого запугивания. Правильно выбран момент? Потому что я все-таки думаю, что главный вектор – это вот о каких-то договоренностях. Что думаете вы по поводу вообще события ужасающего, страшного, и как его используют в медиавойне? Вы абсолютно правильно связали все эти события в одну нить. Но перед тем, как поделиться своим мнением, я хочу поблагодарить все-таки наших подписчиков, которые комментируют всегда мое выступление. И в том числе ваш шум, кстати, он очень популярный, вот, где вы уже, кстати, этой темы касались вчера, по-моему. Вот, я кусочек успел посмотреть. Поэтому всем подписчикам тоже желаю всего хорошего и благополучия, здоровья. Что касается здоровья украинского, вы знаете, меня посещает все более и более с каждым годом тема того, что Украине уже терапевт не поможет. И вы заметили бросили такую фразу, что Россия выступает с предложением о перемирии. Она никогда не выступала с предложением о перемирии. Вы же сами понимаете, человек, который объявил о специальной военной операции, он не стремится к перемирию. Россия поставила себе очень четкие две задачи – демилитаризация и денацификация Украины. А эта нацификация, которая длилась 30 лет, до нынешнего дня еще продолжает развиваться, как некий такой, знаете, урод в утробе Украины. Вот эта нацификация приводит к тому, что Украина, и именно украинская власть, я подчеркиваю, есть, конечно, горстка маргиналов, которые, выходя в публичное пространство, советуют убить того, убить сего и так далее. Но украинская власть, я подчеркиваю, именно действует таким образом. Можно называть уже десятки фамилий. Это и политики, и журналисты, и политические деятели, и руководители каких-то там, я не знаю, партийных ячеек, которые ушли в мир иной. Причем ушли не по своей воле, а именно с позволения сказать и по указанию украинской власти. Началось это не вчера, началось это с Турчинова, Порошенко. Вот. И сегодня уже при Зеленском это просто, скажем, как само собой разумеющееся, понимаете? Если человек не угоден или просто не угоден, а как господин Портнов обладает колоссальным пластом информации, колоссальным, я подчеркиваю. Я не знаком был с Андреем Портновым лично. Мы встречались несколько раз на эфирах, причем ранних еще эфирах
Затем он перестал ходить на эфиры. Вот, очень скоро уехал в Австрию. Вначале в Россию, потом в Австрию, кстати. Вот, и об этом человеке я только знаю из ближайшего его окружения. Скажу сразу, у меня нет восхитительных слов по поводу него. Но, как говорится, о мертвых либо хорошо, либо ничего, либо правду, как гласит уже до конца эта фраза. Хочу сказать, развивая тему информационности, которой обладал господин Портнов, я полагаю, что у него был очень большой объем информации. Это не только финансовые махинации, это всевозможные политические сделки, как сейчас модно говорить, да? Это всевозможные политические подтасовки выборов, я подчеркиваю. А в 2019 году господин Портнов был одним из руководителей выборов господина Зеленского. Вы не забывайте об этом. Причем очень серьезным. Он координировал все, скажем, действия глав комиссий участковых избирательных, да, и направлял туда какие-то финансовые потоки, направленные на то, чтобы эти выборы прошли четко. Господин Портнов был связан также, я об этом очень, скажем, знаю неплохо, с некоторыми спецслужбами, в том числе американскими. Я думаю, что те задания, которые он получал от спецслужб, они вполне себе сопоставимы с теми заданиями, которые сегодня получает и господин Зеленский. Но господин Портнов также был еще и человеком достаточно авантюрным и достаточно резким в своих действиях и в своих высказываниях. Он вполне себе мог, это я так предполагаю, я не утверждаю об этом, но предполагаю, шантажировать некоторых современных украинских политиков, политиканов так называемых, да, и вот из-за этого шантажа он мог бы и пострадать, конечно. Почему? Потому что украинская власть в лице господина Зеленского, господина Ермака и прочих, она ведь безбашенная. То есть для нее не существует ни конституции, ни украинских законов. То есть там есть один единственный документ, это такая американская методичка и американские инструкции, которые эти господа получают практически регулярно в ежедневном режиме. Теперь я хочу сказать еще несколько слов о том, какими методами добивается украинская власть для того, чтобы заткнуть рот. И не только таким, как господин Портнов. Да, господин Портнов абсолютно был человеком независимым, как личность. Но, естественно, для своей собственной выгоды, своего политического реноме, а он был, я больше считаю, все-таки не юристом, а политическим деятелем. Потому что он на протяжении всей своей деятельности, да, начиная еще со времен Юлии Владимировны Тимошенко, небезызвестной, всегда уделял внимание защите каких-то теневых финансовых схем. Выступал адвокатом тех политиков, которые занимались подобными вещами. И в том числе по Юлии Тимошенко. За что, конечно, был нещадно бит с противоположного лагеря и затем переметнулся туда, к Виктору Януковичу. Что я хочу этим сказать? Дело в том, что господин Портнов был человеком в этом плане бескомпромиссным.
То есть, понятное дело, как дорогой адвокат, дорогой в прямом и переносном смысле этого слова, он мог себе позволить диктовать условия тому или иному политику, выступая в его защиту. Что я имею в виду? Вот у меня также, вы прекрасно помните, Александр, мои, так сказать, судебные дела. Так вот, один из адвокатов, я сейчас не буду называть его имени, очень хороший, очень известный, который абсолютно бескорыстно меня защищал, бескорыстно, я подчеркиваю. Он мне как-то сказал, как только мы познакомились при первом нашем знакомстве: Юрий, говорит, я, как ваш адвокат, призываю вас подойти к нашей работе как священник к исповедующемуся. То есть я не должен у вас ничего просить, ничего выспрашивать. Вы должны мне рассказывать все то, что вас, так сказать, постигло, от чего я должен вас уберечь. И это действительно так. Потому как настоящий адвокат, он должен знать всю подноготную своего подзащитного для того, чтобы выступать очень эффективно в судах. Если он не будет обладать всей полнотой информации, этот адвокат, любой другой адвокат, ничего не стоит. Поэтому господин Портнов действительно собрал колоссальное количество информации. Я бы дорого заплатил, если бы у меня были такие деньги, конечно, за то, чтобы взглянуть на архив господина Портнова. А он существует. И я думаю, что за этим архивом еще будет большая-большая охота тех, кто был заинтересован в его физическом устранении. Теперь, что касается, опять же, увязочки, как вы увязали правильно в вопросе, вопрос войны, политического режима и так называемого перемирия. Вопрос действительно вами поставлен очень большой, и я не могу на этом подробно не остановиться. Так вот, процесс, как вы правильно заметили, никак не выплывает в какие-то конкретные меры, какие-то конкретные события по устранению недопонимания между украинской и российской стороной. Все наоборот, заходит в жесточайшую фазу сопротивления. И в первую очередь, на мой взгляд, как я это понимаю, на сегодняшний день Украина выполняет больше инструкций Европейского Союза, руководителей НАТО, но никак не Соединенных Штатов. Это уже факт. И мы должны с этим не просто смириться, а принять к сведению. Европейский Союз на сегодняшний день, не обладая той экономической мощью, которой они обладали еще хотя бы 10 лет назад, да, а экономика Евросоюза находится уже в рецессии. Соединенные Штаты, кстати, это тоже не минет, и они уже ожидают рецессии в экономике, хотя делают все для этого необходимое, чтобы этого избежать. В том числе и лично Трамп. Поездка его на Ближний Восток очень четко об этом говорит. Так вот, Европа не просто пытается там подзуживать, подстрекать Украину к дальнейшим военным действиям против России. Она задумала другую версию этого конфликта. Вот 30-дневное вот это перемирие, да, которое уже муссируется не один месяц, оно ведь задумано с целью не для того, чтобы просто там, опять же, дать передышку ВСУ там, или накачать его каким-то оружием, деньгами. Речь идет уже о другом, об интервенции на Украину. Я подчеркиваю это слово, интервенции. То есть вот весь этот треп Макрона, да, об участии иностранного контингента в боевых действиях на Украине, это не просто треп. Ведь и Стармерс на сегодняшний день пока что очень спокойно, и Макрон пока что тоже достаточно спокойно, выходя лишь только в средства массовой информации, используя вот это так называемое 30-дневное перемирие, которое, я убежден, никогда Россия не подпишет подобный документ,
оно направлено было с точки зрения Запада для того, чтобы ввести специальный военный экспедиционный корпус на запад Украины. Кстати, к этому вопросу очень активно подключилась Польша. Причем, если Франция и Великобритания свой франко-английский корпус пытались ввести или предполагают вводить в центральную часть, но никак не в восточной Украины, то Польша уже заявила о своих амбициях, и она сказала, что войско польское, части войска польского при подписании подобного документа, идиотского, как я считаю, она введет свои части на запад Украины. То есть это де-факто говорит о том, что Польша свои как бы исторические территории до 1939 года не просто хочет вернуть, она вожделеет этим. И именно это делает... Политики заявляют обратное, Юрий Анатольевич, что нет. Какие политики? Польские действующие, да, у них там выборы, да, действительно, там есть определенная карта украинская на этих выборах в Польше, но, собственно, первые лица говорили, что нет, вот Франция, Бельгия, Бельгия говорит, заведем, там Нидерланды тоже говорят, заведем, французы мечутся туда, то нет, а поляки четко сказали, нет, ни в коем случае, иначе Россия подумает, что мы там, скажем, возвращаем территории таким образом, поэтому вот только поэтому Александр, мы не введем. Я вас понял, есть, да, такая информация есть, но что касается поляков, поверьте мне, есть очень традиционная фраза в политике, причем она довольно одиозная. Говорить не значит делать. То есть Польша именно эту фразу, исповедуя эту фразу, когда-то шла на союз с Гитлером, да? Пилсудский, который всячески, пытался угодить Гитлеру, делал все на, скажем, внешнем контуре. Маршал Пилсудский был очень популярен и в Польше, и в некоторой части даже Советского Союза. Но что касается действий, которые он осуществлял, они были направлены контрпродуктивно и антисоветски в первую очередь. Поэтому, если вы думаете, что в Польше забыли о Пилсудском, а тем более о правительстве в изгнании польском Великобритании во главе с Сикорским, где, кстати, его впоследствии сами же англичане и устранили, физически также, то вы ошибаетесь. Поляки на сегодняшний день, политические структуры власти всячески, еще раз повторю, вожделеют западными территориями Украины, нынешней Украины. И это подтверждают, например, или подтверждали в то время, когда оба братья Качинские были при власти. Один из них погиб в известной мере при известных событиях. А нынешний Качинский, он никогда об этом не скрывал этого, что Польша по-прежнему нацелена на западные территории Украины. И мало того, под эгидой Качинского были инициированы в международных судах так называемые имущественные дела против Украины. А их более 3000, где Польша, когда еще не было никаких боевых действий на востоке Украины, это еще было при Ющенко, где Польша претендовала на имущество, которое принадлежит по праву на сегодняшний день гражданам Украины, я имею в виду здания, какие-то исторические ценности в той же Львовской области, претендовала и претендует в международных судах. Это все еще лежит на столах в судах. Оно еще, может быть, даже в будущем будет иметь какие-то определенные последствия. Юрий Анатольевич, давайте вернемся к стратегическому плану. То есть, ваша позиция понятна насчет поляков конкретно. Мы можем сюда присовокупить, что уж тут говорить, если венгры то разведчиков ловят, то с двух сторон, то технику подтягивают. Даже в Молдове, казалось бы, насколько слаба с точки зрения, военной мощи, но
видите, подводят базу, там есть определенные политики. Да, они такие, не шибко популярные, как свидетельствуют рейтинги, там несколько процентов, но тем не менее они уже говорят, вот часть, там Буджак, это часть Одесской области, вот даже они. То есть, понятно, там Румыния Маре, Молдова Маре, вот эта вся, скажем так, история, исторический контекст. Давайте стратегически посмотрим. Я очень хочу, чтобы именно вы прокомментировали это, потому что тут нужен исторически тоже важный тренд. Смотрите, то есть вы утверждаете, что условно Россию давлением ли, или обманом переговорным, или каким-либо другим способом, кнутом, пряником, там, Грэм в очередной раз выходит, там, вот, Россия не хочет, мы 500% пошлину ведем. Ну, вот эти все моменты, да, 17-й пакет с пакетами, там, нефть, танкеры, вот это все. Заставляют пойти на большое 30-дневное перемирие, а может и больше, ровно для того, чтобы случилась вот эта интервенция. Территории сейчас вот принципиально важны, потому что в Российской Федерации господин Кобяков вышел и говорит, а давайте пересмотрим юридические поводы распада СССР. Это заявление, с одной стороны, хайповое, да, кто-то играет на ностальгии, понятно, украинские паблики смеются, давайте вот эту рыбку в серванте вернем, там колбасу по 2,20, вот эти все моменты, да, то есть ха-ха-ха. Но на самом деле это все происходит на Петербургском форуме международном, юридическом. То есть это серьезное заявление. Можно над ним, конечно, там подтрунивать, но это вот сопряженный процесс, потому что если вот вы вспоминаете 1939 год и Польшу, конкретно даете пример, то и СССР, она же тоже меняла свои границы. То есть, когда создавался СССР, на этом в Петербурге Кобяков, советник Путина, по юрвопросам делает акцент, это были одни границы. После Второй мировой войны уже там очертились границы другие, да, и переселения там трагические народов, операция Висла, и так далее, и так далее. Крымские татары, это все очень подковыривается на современный лад пропаганда и говорится о там плохом Сталине, который там загубил людей, переселяя их там по разным частям СССР. Но если брать вот эту юридическую рамку, это вот действительно пересекающиеся моменты. Условно, быстро объявить какое-то большое перемирие, зайти войсками. Россия, в свою очередь, отменяет условно распад СССР или пытается переписать с другими странами-республиками. С Украиной, понятно, она ничего не перепишет. Это понятно. И, соответственно, подводит абсолютно другую базу и очень мощный тренд целей и задач, как они говорят, спецопераций, а по большому счету войны за восстановление юридического статуса. Я абсолютно с вами не согласен, хотя вы имеете право на подобную теорию. Дело в том, что господин Кобяков не является ни в какой мере представителем власти современной российской. Раз. Он выступал на этом форуме как ученый, как представитель некой части российской интеллигенции, которая действительно анализирует события 1991 года и, в частности, события в Вискулях, Белоруссии. То, что решение троих в тот период времени Ельцина, Кравчука и Шушкевича были незаконны, это уже дают аналитики эту оценку и на международном уровне. Безусловно, если просто вот так вот бегло пройтись по тем событиям, которые были, да, были предвестником развала Советского Союза, то вы могли бы даже прекрасно понять, что это было заранее спланировано, причем внутри самого Советского Союза, большей части. И шла невероятная борьба за власть между двумя вот этими негативными историческими личностями, Ельциным и Горбачевым. Вот. И это состоялось, кстати,
накануне подписания нового союзного договора. Он должен был состояться, это подписание должно было состояться 21 декабря. Но по воле судьбы, так сказать, да, эти трое товарищей опередили события и сделали то, что они сделали. И Ельцин, кстати, первым позвонил не Горбачеву и сказал о том президенту Советского Союза, о том, что Советского Союза более не существует. Он позвонил Бушу, президенту США, и тот пришел в ужас. Почему? Потому что на территориях этих стран, в большей степени на этих территориях, находилось ядерное оружие. И бесконтрольность в этом вопросе очень здорово напугала господина Буша. Теперь следующий момент. Вы утверждаете, что подобное перемирие как раз может способствовать к неким юридическим шагам по восстановлению Советского Союза. Ну, давайте опять же бегло. В Советский Союз входили 15 союзных республик. Прибалтика, Средняя Азия, Кавказские республики. Я подробно их перечислять не буду. Все прекрасно знают. Если не знают, посмотрите в интернете. Ну как, простите меня, даже если отменить документы, подписанные в Беловежской пуще, как на самом деле вернуть в лоно Союза мирным путем все эти республики? Вот сегодня, вот сейчас. Ну это немыслимо, я считаю. Это, во-первых, будет колоссальное сопротивление среднеазиатских республик. Я уже не говорю об Азербайджане, который очень плотно сегодня сотрудничает с Турцией. С Турцией, в частности, с Эрдоганом, президентом Турции. Но это вообще немыслимо. Понимаете? Нет, второй момент. Момент я уточню, чтобы тут никто не говорит вернуть все 15 республик. Ну, вы же сказали возврат в Советский Союз. Я поэтому их комментирую. Новый проект. То есть вот у нас есть проблема, да, вот такая. Да. Же как это все подается? Да. Что это проблема? Мол, учреждали СССР съездом депутатов, делегатов. Я понял. Троих. То есть вот. И тут же моя мысль немного в другом. Я просто хочу уточнить. Понятное дело, что со всеми там другими республиками, да, они просто скажут, смотрите, вот такая проблема, у нас вот наследие СССР, давайте сделаем красиво юридически. Да? А там тоже любят вот это вот юридические приемы в Российской Федерации, как бы, чтобы комар носа не подточил и так далее. И с другими, получается, бывшими союзными республиками они решат проблему юридически, с Украиной юридически проблему эту не решат, а с Беларусью вообще отдельная история, потому что там новое союзное государство и новый пласт документов. И в этом задача. То есть подвести идеологическую, юридическую базу под войну и претензии на всю территорию Украины. Мол, смотрите, с ними договориться не можем, значит, будем вот возвращать. Так а зачем для этого юридическая база для тех же среднеазиатских и кавказских республик? Для чего это нужно? Зачем мутить вот эту сложную схему, вовлекать в эти юридические коллизии тот же Казахстан, тот же Узбекистан, Грузию? Зачем это России нужно? Это же очень сложно. Это немыслимо вообще-то. Во-первых, никто на это не пойдет. Среди этих новых, уже 30 лет более существующих субъектов государственности. На это никто не пойдет. А зачем это говорится? Я вам скажу, для чего это говорится. В принципе, об этом и говорит известный господин Дугин. Вы знаете такого, да? Очень близкий к Кремлю политолог. И об этом говорил неоднократно и сам Путин, правда, косвенно. Владимир Путин, президент Российской Федерации, своими, так сказать, мыслями всегда говорил о том, что Беларусь, Украина и Россия – это нации, произрастающие из одного корня. То есть у нас есть историческое большое прошлое. Это и религиозное прошлое, и историческое прошлое, и культурное прошлое, что немаловажно. Поэтому имеется в виду всегда российской властью только 3 вот этих государственных субъекта.
Украина, Беларусь и Россия, которые могут в будущем, и это уже, как говорится, не смешно, стать полноценным союзным государством. Почему, скажем, Запад против этого? Ну, Запад всегда против, это понятно. Им можно объединяться в союзы, Евросоюзе, НАТО. Мало того, они еще и расширяют. 5 волн расширения НАТО было за всю историю, начиная с 1949 года. А почему России нельзя объединить славянские государства? Вот я задаюсь вопросом. Тем более на международном уровне, с признанием и так далее и тому подобное. Безусловно, Россия, если вопрос в методах. Погодите, одно дело добровольное, когда вот расширение. Вы же видите, как сейчас топчется и какая позиция Зеленского. Мы не отказываемся от курса в НАТО, вот у нас статус, конституция, мы сами туда хотим, вот мы тянемся. Да, все хотят в ЕС, кандидаты на членство в ЕС, кандидаты на членство в НАТО. Я понял. Другое дело в том, что специальную военную операцию. Значит, послушайте, Александр, вы, опять же, упрощаете сегодня смысл специальной военной операции. Специальная военная операция возникла после 8-летнего геноцида российского народа на территории Украины. Колоссальных репрессивных мер украинской власти против языков, народов, национальных меньшинств. Я здесь не имею в виду русского населения Украины. Туда входят и венгры, туда входят и поляки, в некоторой своей части на западе Украины, где запрещено национальным языкам вообще право на существование. Понимаете? Это противоречит всем международным нормам и конвенциям. А понятное дело, что возникшая ситуация уже была нетерпима, потому как миллионы людей от этого пострадали. А что касается Беларуси и России, это было абсолютно на добровольной основе. Россия ведь не захватывала физически Беларусь. А де-факто это сегодня и юридически, и де-факто это уже союзное государство. И об этом признался недавно в своем интервью крайнем господин Лукашенко, президент Беларуси, давая интервью японским журналистам. Понимаете? То есть я не вижу в этом никакой связи. Связи в том, что Россия насильственным путем пытается что-то в будущем объединить. Это все произойдет абсолютно нормально, абсолютно на законных основаниях. И я думаю, что нынешние американские власти, может быть, даже и заинтересованы в этом. Для того, чтобы избавить... Да, для того, чтобы избавить Европу от глобальной войны между Западом и Россией, как себе на сегодняшний день планируют некоторые политики западные. Ведь они уже, это и в Германии говорится об этом, это говорится в меньшей степени в Италии, это говорится во Франции, это говорится в Великобритании. В Великобритании наиболее четко об этом говорится, что к 2030 году этот конфликт, как они говорят, это полномасштабная война между НАТО и Россией, она просто-таки, говорит, необходима. То есть они не избавились от этих бредней о том, что Россию нужно поставить на колени, нанести ей стратегическое поражение. Но парадигма, которую они сегодня преподают, мировой общественности, вот это 30-дневное перемирие, отход от стратегического поражения к перемирию, была прекрасно охарактеризована министром иностранных дел Лавровым, российским министром иностранных дел, где действительно уже вот эти все предложения, минские и так далее, они на сегодняшний день не работают. Россия не верит в это. Юрий Анатольевич, если вот таким образом посмотреть на происходящее сейчас на передовой, сейчас идут очень такие инсинуации, вот есть такое выражение, такое слово по поводу границы с Днепропетровской областью. Причем одни говорят, что это там
даже там со стороны Российской Федерации. Украина это опровергает официально, то есть губернатор говорит, не было никакого выхода, это колючая проволока не на границе, а где-то там немножко дальше. Ну, там, понятно, считанные километры. Пишут километр, пишут 3 километра до Днепропетровской области. Но тут происходит такая дискуссия своеобразная, да, непосредственно в даже российском сегменте. Одни говорят, что это просто показуха, поехали, показали флаг, их потом на обратном пути, собственно, и накрыли. А другие говорят, что погодите, то есть нет, все живы, все нормально, то есть это уже фронт подбирается к Днепропетровской области. Пойдет ли дальше? И вот тут тоже такой очень важный момент. Когда Россия говорит, якобы это опять западная пресса, сливы с переговоров Стамбула, которые там подтверждаются какими-то полушутками губернатора Курской области на совещании с Путиным, да, с Хинштейном, о том, что там суммы. Другие говорят, и официально военные заявляют о том, что группировка собирается возле Харькова у границы. То есть, насколько вам кажется, вот эта летняя кампания приведет к, ну, давайте я так выражусь, новым фронтам? Мы об этом говорили, кстати, с вами в прошлый раз. Но действительно ситуация на сегодняшний день кажется таковой, что Россия не собирается останавливаться. И это видно по тому даже совещанию, которое провел Путин в городе Курчатов. Поэтому вот эти все фразы, да, местных чиновников о том, чтобы взять суммы, расширить зону безопасности, ну, это не беспочвенное, так сказать, заявление. И об этом, кстати, говорил неоднократно президент России, что нам действительно, он говорит, надо расширять зону безопасности, потому что за последние 2 дня на территорию России уже залетало более сотни ежедневно, более сотни украинских беспилотных летательных аппаратов. Ну и опять же, это факт, я отдаю должное российской системе противовоздушной обороны, которая очень успешно накрывает все эти цели. Ну это факт, ну что его скрывать? Ни один беспилотник не долетел до Москвы. Это, кстати, было и 7 мая. И об этом, кстати, упомянул Юрий Ушаков. Он комментировал переговоры по телефону Трампа и Путина и выдал такой, так сказать, маленький секрет, что Путин сообщил господину Трампу об этом налете 7 мая, где принимали участие более 500 беспилотных летательных аппаратов на территорию России. Они даже не долетели до Московской области. То есть все были цели поражены системами ПВО, российскими системами ПВО. Ну и в заключение этого вопроса, я не хочу его долго муссировать. Пока что, еще раз говорю, все задачи СВО, которые поставлены президентом России, они пока все исполняются. Да, многие в России говорят, что слишком медленно. Украину это устраивает, мол, понимаете. Но и Россию это устраивает. Путин заявил, и неоднократно об этом заявил, что если в Киеве не одумаются, а под словом «одумаются» я понимаю лишь одно. Это немедленная капитуляция, ввод российских войск на всю территорию Украины и обезоруживание вооруженных сил Украины. То Российская Федерация, в свою очередь, будет вести боевые действия столько, сколько этого понадобится. И опираясь на свои ресурсы, на свою научную базу, оборонно-промышленный комплекс, я вполне полагаю, что при таком течении событий, которое сегодня еще пока что остается, в ближайшее время окончания этого конфликта, но это еще как минимум 5 лет. Много. Да. Ну, долгая песня. Да, да. А Россия, как вы понимаете, с вот этими переговорами с американской страной,
попросту говоря, затягивает время, и ей это выгодно. Ну зачем? Это Трампу необходимо мир на Украине. Ну мир опять же какой? С полным присутствием американской стороны на Украине. С полнейшим присутствием. Во всех сферах. И в экономике, и в военном деле, и в национальных разведках Украины. С полным присутствием американцев. Вот. Но под общим лозунгом мира, да, и, так сказать, остановки этого конфликта, Трампу это выгодно. Выглядеть перед своими же избирателями как президент-миротворец. Он же себя так позиционирует. Хотя, конечно, терпение, вот я вчера только тоже слышал очередное его интервью с борта номер 1, где он говорит о том, что я практически обо всем уже договорился с президентом России. Но то, что Трамп умеет забегать вперед, да, нам это прекрасно известно. Я сейчас не буду хватать его за язык, декламируя его слова. Но позиция российско-украинской, натовской стороны и стороны Соединенных Штатов, как непосредственного участника этого конфликта, она еще далеко-далеко не определена. То есть каждый пока что отстаивает свои интересы. И сойтись на каком-то общем глобальном мире, да, на общей безопасности всех сторон, и Украины, и России, и Европы, но пока что до этого дела даже не дошло. И мы, как реалисты, должны прекрасно понимать, что Россия, как мощное ядерное государство с колоссальными резервами, может себе позволить проводить всевозможные военные операции, но абсолютно не напрягаясь, что говорится, как говорится. И проводит довольно-таки успешно. Юрий Анатольевич, если говорить о перспективах исхода Соединенных Штатов Америки из процесса, об этом говорит Рубио. У него он в последнее время дал много комментариев на эту тему. Я думаю, вам попадались, вы встречались. Комментарии достаточно интересные. Причем даже интересное вот это, ну, в Конгрессе отбивался от конгрессменов. Его там «назовите Путина военным преступником», ну, фактически уже. И он несколько там заходов, 2 или 3, вот так вот, да, в сторону. Потому что есть планы у Америки на Россию. Это тут все очень просто объясняется. Как вам кажется, что будет делать дальше Трамп и его администрация? Интересный вопрос. Я, конечно, далеко не вхож в ближайшее окружение Трампа, даже и близко. Хотя некоторые, кстати, бывшие украинские журналисты, да, которые еле-еле ноги унесли из Украины, потому как тоже их преследовала украинская власть, но почему-то они на сегодня делают такие заявления идиотские, что они вхожи в окружение Трампа и выдают какие-то абсолютно идиотские инсайды по поводу каких-то заморозок. Там. Вот это слово «заморозка» меня просто бесит, да? Апеллируя к Джамму и Кашмир, понимаете? Что такое заморозка Джамму и Кашмир, мы сегодня знаем. Это вечно гниющий нарыв и для Индии, и для Пакистана. Поэтому, говоря о какой-то заморозке на линии разграничения украинском фронте, ну, меня это не просто умиляет, меня это даже бесит в некоторой степени. Теперь, что касается того, ну, что себе замышляют, как вы правильно заметили, да, Соединенные Штаты в этом вопросе. Кстати, сегодня очень интересная дата. Я посмотрел по календарю. 22 мая 1972 года начался официальный визит президента Соединенных Штатов Ричарда Никсона в Советский Союз. Это был первый визит президента Соединенных Штатов в Советский Союз после того, как они признали Советский Союз в 1933 году. Лишь только в 1933 году Соединенные Штаты сподобились признать Советский Союз полноценным, самостоятельным, независимым государством. Это спустя 11 лет после 1922 года.
естественно, этому предшествовала та колоссальная индустриализация, проведенная сталинским руководством по восстановлению страны после гражданской войны, всех войн Первой мировой войны и так далее и тому подобное. Но, что интересно, поездка была, как я уже сказал, первым официальным визитом, но Ричард Никсон, который в то время был президентом США, через год после визита в Советский Союз в Соединенных Штатах разгорелось так называемое дело Уотергейта. То есть это когда спецагенты Никсона подслушивали в гостиничных номерах разговоры политических противников Никсона, и в этом препятствовали ему в дальнейшем баллотировании на пост президента Соединенных Штатов. Но я хочу сказать о другом, что на сегодняшний день интриги вокруг Трампа, о них пока еще мало говорят, но они существуют. Если вы думаете, что демократы с избранием Трампа на этом успокоились, да, вы ошибаетесь, потому как на сегодняшний день и руководством Трампа ведется внутри страны, раскручивается так называемое дело Байдена, бывшего президента Соединенных Штатов, который, будучи президентом, был абсолютно неадекватен в своих действиях по руководству ядерным государством, ядерной державой. И за него это делали некие люди, которые даже пытались усадить его в инвалидное кресло. А как сегодня известно, у господина Байдена уже несколько лет развивался рак простаты, и он сегодня уже рак 4-й степени у него. Как это так можно было допустить, чтобы президента, он что, не проходил медицинские комиссии и так далее? Но это все скрывалось с определенной целью, чтобы Байден в дальнейшем, опять же, претендовал на пост президента Соединенных Штатов в будущих выборах. Что касается внешней политики сегодня, вы, наверное, имели это в виду, говоря о том, какие замыслы у господина Трампа. Я уже об этом говорил и повторюсь, что тема Гренландии на повестке дня у Трампа, тема Канады на повестке дня у Трампа. Другое дело, если говорить о степени важности и простоте осуществления этих планов, то, конечно, Гренландия раньше выступает на первом месте. Значит, очень интересная деталь. Некоторые американские эксперты уже высказывают мысль, что с падением, я так условно говорю, с падением Гренландии и вовлечением ее в территориальную целостность Соединенных Штатов произойдет распад Евросоюза. То есть это так просто не пройдет. Естественно, будет колоссальное сопротивление в Европе, будут колоссальные разоблачения, что касается, например, той же Урсулы фон дер Ляйен, а они уже начались. И вот это поглощение Гренландии, оно будет способствовать тому, чтобы нивелировать не просто Евросоюз, но и пытаться нивелировать в какой-то степени и НАТО. Для чего? Ведь вхождение, пока что условное, Гренландии в территорию Соединенных Штатов повлечет за собой некие международные последствия. То есть, опять же, те незыблемые принципы суверенности, территориальной целостности государств, и так, они уходят просто-таки не просто на задний план, они исчезают. То есть уже об этом говорить в том смысле, в котором это было до того, не приходится. А это, простите меня, заявляет не просто какой-нибудь там политолог или политик американский. Об этом говорит, и у него в замыслах, об этом говорит президент США. Это тот гарант демократии, о котором так долго трубили на протяжении многих десятилетий американцы. И в этом смысле с падением Украины
Трампу необходимо будет на международном уровне поддержка руководства России. Я просто это вижу вот как Божий день. Для того, чтобы Россия либо закрыла глаза, кстати, вместе с Китаем, либо поддержала, это было бы просто идеально для Соединенных Штатов, вот подобные территориальные изменения в Европе и на американском континенте. Поэтому это все имеет за собой влечет за собой очень далеко идущие цели. Очень далеко идущие. Но у Трампа, как вы понимаете, осталось всего лишь 3 года с небольшим для того, чтобы эти цели осуществить. И он их будет пытаться осуществить всеми силами. Поверьте мне. Мы еще об этом будем очень-очень много говорить. Юрий Дудкин был моим собеседником сегодня. Юрий Анатольевич, благодарю за время и мысли. Спасибо, всего доброго, Александр. Был рад вас слушать. Друзья, всем большое спасибо, что посмотрели это видео. Напишите, что думаете в комментариях, с чем согласны, с чем не согласны. Юрий Анатольевич читает, я тоже читаю. И читайте друг друга. Лайкайте комментарии или дизлайкайте комментарии друг друга. Спасибо. Кстати, большое. там есть в комментариях есть, извините, Александр, маленькая деталь. Есть очень много интересных вопросов, задаваемых мне. Но я хочу ответить их в прямом эфире. Там буквально 2-3 вопроса иногда бывает. Но наши слушатели, зрители очень интересно задают вопросы. Я, если вы позволите, буквально в следующий раз на 5-7 минут на эти вопросы буду отвечать. Всего доброго. Да, так и сделаем. Проведем и эту рубрику в следующую нашу встречу. Вопросы для Юрия Дудкина. Если, скажем так, вам это нужно, тоже напишите в комментариях. Благодарю всех за внимание. Всем добра и света. Увидимся.